Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках, какие сегодня предполагаются движения, действия и куда сегодня весьма вероятно пойдут ключевые активы в силу тех событий, тех процессов, которые происходят. Так, друзья, вчера публиковали очередные документы ФРС, исходя из которых предполагается начинать ограничивать количественное смягчение. Собственно говоря, разговоры уже давно идут на этот счет. Вопрос был, когда это начнется, в ноябре или в декабре. Судя по всему, начнется это, скорее всего, в декабре. Но я думаю, в декабре они еще кота за хвост потянут и переложат все это на следующий год, потому что причины для этого есть. Дело в том, что с одной стороны уже просто назрело критически либо сокращать выкуп активов, либо ставки начинать поднимать. Но ставки поднимать сейчас очень рискованно. Но вот еще что меня удивляет, определенные чиновники со стороны и ФРС, и Минфина США, они как мантру продолжают в той или иной степени с тем или иным контекстом повторять, что инфляция, скорее всего, носит временный характер. Да не носит она временный характер. Посмотрите, сколько напечатали денег и что сейчас происходит, как сбоят поставки в логистической цепочке. Уже при текущей ситуации та денежная масса, которая создана, она будет на протяжении нескольких лет точно оказывать давление на цены. То есть цены будут просто расти на ровном месте без всяких оснований. Даже вот если взять сейчас, все настроить, выпустить необходимое количество полупроводников, все доставить вовремя в срок, все равно вот это давление, это как зарождение цунами. Сначала происходит где-то землетрясение далеко от берега, и дальше идут волны в разные стороны, разрушительные, которые все сносят. Вот сейчас ситуация именно такая. Поэтому с точки зрения состояния экономики, на самом деле уже давно назрело действие, которое связано с сокращением предоставления помощи экономике, потому что она не работает. Идет рост инфляции, при этом восстановление рынка труда уже с сентября начало не столь активно протекать. При этом рост цен переходит все разумные пределы. Соответственно, это приводит к снижению покупательной способности. И в конечном счете возникнет такая точка X, где уже нельзя будет никакими впрысками стимулировать текущую ситуацию, то есть начнутся какие-то потрясения, и с другой стороны никаких способов на это воздействие уже не останется. И вот это страшный момент, который приведет просто к срыву в штопор. И вот, в общем-то, достаточно интересный ответ американским чиновникам от финансов, которые считают, что все еще инфляция это приходящая. Нет, она не приходящая, она уже пришла, и в ближайшее время она не уйдет. Это будет данность обозримых лет. Высокая инфляция, которая вызвана избыточным предложением денег. Но, разумеется, сейчас для того, чтобы появились в системе деньги, это не значит, что их печатают и в чемоданах разносят. Нет, предоставляют в виде различных инструментов, которые приводят к высвобождению в той или иной степени денежных средств и ухода их в оборот, и надувание, соответственно, пузырей в акциях, в сырье и так далее. Но вот в акциях как раз пузыри это самое то, потому что в современном финансовом мире акции это именно то, куда деньги надо загнать, когда они отработали свой ресурс. А вот то, что уходит в сырье и в недвижимость, это уже вопрос такой очень и очень скользкий и тонкий, потому как на текущий момент только-только начинает раскручиваться инфляция издержек, связанная с ростом цен на жилье. Увидели ее раскрутку в связи с подорожанием материалов строительных, и теперь пришло время взмыть ввысь арендным ставкам и прочим платежам, связанным с недвижимостью. Так, друзья, давайте посмотрим, что нам календарик говорит и шепчет сегодня на день. То, что касается Китая, индекс потребительских цен. От месяца к месяцу он не растет, но тут видно идет постепенное затухание. В то время как год к году рост есть, но рост очень небольшой, он меньше и прогноза, и предыдущего значения. Конечно, здесь, когда доли процента сложно
говорить о достоверности, потому что здесь просто элементарно есть погрешность определенных расчетов. При этом, как мы с вами видим, индекс цен производителей вырос на 10%, на 11% почти, а не на долю процента. К чему это ведет? Это ведет к тому, что отпускные цены продолжают расти, в то время как потребление оно не увеличивается. То есть ставка китайского руководства на рост внутреннего потребления и формирование внутреннего рынка, который будет потреблять то, что производит Китай, оно, в общем-то, на текущий момент не протекает успешно. Я бы даже сказал, оно ведет к кризисной ситуации в ближайшее время. Так, друзья, далее пойдем по списку. У нас на сегодня, там центробанкиры европейские выступают. Я не думаю, что это существенно кардинально ситуацию изменит. Далее ежемесячный отчет МЭА в 11 часов. Так, объем выданных займов. Но по сути из ключевых событий у нас дальше только число первичных заявок на получение пособий по безработице. Прогноз, что количество первичных заявок будет снижаться, потому что там Калифорния должна ситуацию облегчить. Но динамику здесь на текущий момент сложно предсказать, потому что, я так понимаю, там есть определенный лаг, который могут варьировать. Причем, допустим, в отличие от какой-то там статистики, связанной с ценами и с производством, здесь, насколько я понимаю, там различные галочки расставить и поменять качественное восприятие какого-то заявления очень несложно, и делается это просто на один взмах. Поэтому вот у меня большой вопрос, у меня пока нет четкого понимания, куда они сегодня поведут с этими первичными заявками. С учетом того, что надо поддать газку для новогоднего ралли, наверное, должно получиться какое-то значение, либо равное прогнозу, либо даже меньшее прогноза в районе 300 тысяч. Так, далее выступление Бостика в 17 часов. В 6 часов запасы сырой нефти, будет по нефти прыжки. И, в общем-то, ключевые моменты – это все. Так, друзья, китайский фондовый индекс находится в боковике. Там, конечно, пошли всякие страшные разговоры, что Китай там ядерную войну, по крайней мере, готовится к ней. Если не инициирует, то готовится. Куча всяких аналитических типа обзоров о том, что англосаксы решили подставить Австралию, вовлечь ее в ядерное противостояние, Китай превратит ее в атомный пепел. Я думаю, это не более чем байки, и подобные разговоры, с моей точки зрения, это всего лишь способы привлечения внимания к какой-то теме, которая она, скажем так, искусственно сформулирована. Так, пока в Китае ситуация достаточно стабильная, судя по движению фондового индекса, но мы с вами знаем, что там накопилось напряжение, которое в обозримом будущем будет себя реализовывать. И уже очень много сигналов, которые связаны и с соотношением роста цен производителей и потребительской инфляции, и состояние рынка недвижимости, и какой-то трэш с банковской системой. Вот поэтому китайская шкатулка – это вещь, которая несет в себе очень большие риски, плюс еще энергетический кризис, который связан с тем, что там погорячились и взяли слишком большие обязательства в части зеленых технологий и отказа от угля. И поэтому здесь мы имеем сценарий, который, скорее всего, будет развиваться очень жестко. Я бы даже сказал так, максимально жестко. И центром здесь, я думаю, будет Китай. Проблема заключается в том, что обычно такие вещи, когда начинаются экономические проблемы, они как раз очень часто пытаются быть компенсированы за счет либо каких-то противостояний, либо даже военных конфликтов. К сожалению, это так. Но я все-таки надеюсь, что здравый смысл возобладает. Потому что даже если брать просто Тайвань, ситуацию с Тайванем, да, Тайвань – это крупнейший центр производства полупроводников. Если там просто что-то хотя бы начнет происходить, помимо громких слов, то, соответственно, мы, скорее всего, увидим, что производство полупроводниковой техники и продукции просто встанет.
Итак, друзья, Китай на сегодня создает нейтральный фон, но та макроэкономическая статистика, которая вышла по Китаю сегодня с утра, с моей точки зрения, она указывает на неблагоприятное развитие событий в китайской экономике. Так, друзья, далее Baltic Dry, стоимость морского фрахта. Ну, здесь идет небольшое снижение, но пока что оно вообще ни о чем. Говорить о том, что он развернулся и начинает падать, можно будет только в том случае, если он откатится хотя бы на 3700-3500. Так, друзья, далее NASDAQ. Ну, здесь на сегодня по NASDAQ вполне ситуация может быть достаточно позитивная. По крайней мере, движение, которое начато вчера по американскому хай-теку, указывает на то, что на этой неделе, сегодня или завтра, вполне возможно, что будет движение на 14650 вот сюда к этому значению. Соответственно, критерий того, что это движение не развивается, это коррекционный откат с пробитием 14450. Пока что больше факторов указывает, что будет движение небольшое наверх сегодня. Так, друзья, далее индекс волатильности. VIX вчера он практически закрылся в пол. Это не может не радовать, потому что когда VIX идет в пол, все остальное идет вверх. Так, далее SFD на фьючерс S&P, дневной таймфрейм. Друзья, здесь ситуация просто отличная. Если сейчас не будет до обеда отката и в момент объявления данных с пробоем 4340, то у нас сегодня есть все шансы по S&P 500 сходить на 4420-430. Так, друзья, далее золото. Здесь просто прекрасно, смотрите, восхитительно. Если не будет задерга с пробоем 1782, то сейчас, судя по всему, будет штурм с попыткой пробоя 1796 и после этого уход на 1807. Ну, по золоту динамика позитивная. Критичный уровень находится вот здесь, 1784. Так, друзья, далее нефть, часовой таймфрейм беру. По нефти тоже ситуация очень благоприятная. Закрылись выше 83,3. Соответственно, сегодня весьма вероятно будет движение с целью потестить вот это значение 84,5. В 6 часов выходят данные по нефти. Здесь, я так понимаю, скорее всего, будет волатильность. Вот. Но я жду, что, скорее всего, будет колебательное движение. Сначала попытка движения наверх, потом на объявлении данных, я предполагаю, будет коррекционный откат. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, часовой таймфрейм. Ну, здесь у нас идет попытка укрепиться по рублю. Вот есть уровень, который находится под 72, это 71,85, 71,8. Если мы его пробиваем, то развивается движение, цель которого будет уже пробитие 71,5. Но если сейчас мы вот это движение не получаем, то при нахождении рубль-доллар в диапазоне 71,85, 71,97, вот сейчас как он открылся, это придет к тому, что мы сегодня, ну, по крайней мере, до часу, до двух увидим рост доллара с целью движения на 72,1. Так, друзья, далее РТС, часовой таймфрейм, отличное открытие и, соответственно, движение с целью потестить 187 тысяч. Вот. Но здесь до 10 часов, пока основные участники не вышли, скорее всего, болтанка будет вот в этом диапазоне. Потом посмотрим, как будут развиваться события. Но судя по тому, что происходит с S&P и с Америкой, мы увидим сегодня в первой половине дня попытку пробоя вот этого значения и уход на 189. Такой сценарий наиболее вероятный. Соответственно, его отмена – это коррекционный откат с пробитием 185 200. Так, друзья, ну это, в общем-то, все основные моменты. Спасибо за внимание, успешных торгов и всего вам наилучшего.